Приветик, ребята! Ну что, это мое заключительное видео про Буч, про мой дневник питания по Бучу. И сегодня я расскажу вам о своих результатах, о тех результатах, которые вы так давно меня просили и ждали. Таня, расскажи, что же там. И сегодня я вам все расскажу. Также я хочу рассказать вам более детально о плюсах и минусах этой диеты. И как же выйти с этой диеты, тоже очень важно. И, в общем-то, отвечу на самые основные ваши вопросики, которые возникали у вас по ходу моего видеодневника. Давайте начнем, наверное, с результатов. Все мы помним, как я в первом видео, как начать нашу диету, не взвешивалась, я делала замерчики. И давайте вспомним, это было 30 июня, я здесь себе все записываю. Значит, грудь у меня была 86 сантиметров. Это была моя самое большое опасение насчет груди, потому что я знаю, что когда я худею, грудь мне говорит «до свидания, Таня», и все, мы получаем ничего. И как я ни старалась, как я не пыталась какие-то жиры растительные есть, как-то следить за этим всем, я знала, что да, у меня будут потери, и они были. Так что от 86 сантиметров я переместилась на 84 сантиметра. Это было, наверное, самым огромным минусом для меня в этой диете. Так, ну о минусах попозже. Дальше. Талия у меня была 65 сантиметров, моя широкая талия, и потом она у меня стала 62 сантиметра. Эти все параметры я измеряла на 21 июля. Я надеюсь, вы мне верите, так что я всегда говорю правду, мне смысла нет скрывать что-то. Так что, да, у меня ушло 3 сантиметра в талии, и как бы для меня эти сантиметры очень много значат, потому что я никогда не помню, чтобы у меня была талия 62 сантиметра. Такого вообще, по-моему, не было даже. Все как бы стремятся 90-60-90, да, и как бы немножечко приближаться к этим параметрам все-таки как-то всегда хочется. Так что я была очень рада этому. Опять же говорю, все мои сантиметры, все вот эти убывания в килограммах, я даже не знаю, может быть, от 2 до 4 килограмм я скинула, но это я за 3 недели. Это я, потому что как бы из моего веса вот этот вот промежуточек, да, 2-4 килограмма, мне было очень тяжело это сделать, и как бы, да, мне получилось, и даже этого я не очень хотела, именно килограммы скидывать. Во-первых, ушел именно жир, то, что мне нужно было. И, в принципе, я не могу вам сказать, что у вас уйдет столько же. Может быть, у вас столько же уйдет, может, у вас меньше уйдет, может, вообще у вас уйдет 10 килограмм. Здесь никто вам не может сказать именно, насколько вы похудеете, допустим, за 3 недели, да? Потому что это очень индивидуально, метаболизм у каждого индивидуальный, это просто вам нужно пробовать. И сказать вам, ответить на ваш вопрос, Таня, насколько я похудею за там, недели 2, 3, 4, 8, я вам просто не могу сказать. Так что пробуйте, и вы сами мне это скажете. Так, талия есть, да? Потом мы измеряли попу, бедра. У меня было 91 сантиметр, и через 3 недели 87. То есть я потеряла 4 сантиметра в попе. Как бы я не очень хотела этого делать, если честно, но как бы попа тоже у меня любит собирать все лишние килограммчики в первую очередь, и они потом у меня тоже в первую очередь и уходят. Так, есть. Бедро у меня было 52 сантиметра. И, кстати, первые изменения я заметила первую неделю. У меня в первую неделю сразу уменьшились бедра, и животик у меня стал плоским, вообще я такого вообще никогда не видела. И вот как раз в бедрах у меня ушло 3 сантиметра вообще за 3 недели, и очень быстро это все произошло именно на первой неделе, так что бедра у меня очень хорошо ушли, как по мне вообще. Так, икры у меня ушли всего на 1 сантиметр, было 34, стало 33 сантиметра. Ну, как бы икры мне особо не были интересны, так что меня устраивают мои икры. Потом бока. Были у меня 77 сантиметров, стало 75. 2 сантиметра, да, немножко, но у меня как бы сами бедра, ой, не бедра, а вот эти косточки на боках, да, они у меня
никак они у меня не уходят, потому что некоторые спрашивают, у меня очень широкие, например, кости эти, да, тазобедренные, они могут уйти как-то. Как? Интересно, кости никак же не меняются в нашем скелете, так что это невозможно. Да, если там жировая прослойка на них нарощена, на этих костях, конечно, она уменьшается, но сами кости стоят на месте, они у вас никак не уйдут. Да, бывают такие даже вопросы, так что это отдельная тема. Да, в боках у меня 2 сантиметра ушло, и бицепс у меня был 26,5, и 26 у меня он стал. Ручки у меня не сильно ушли, как бы я их вообще не трогала. За все время, за все тренировки я вам говорила, что я руки уже не трогаю, только разве что отжимания какие-то, у меня такие в базовых упражнениях задействованы руки. Так целенаправленно я руки стараюсь не качать, потому что все-таки была, кстати, на неделе, когда дневник снимала для вас, была на фотосессии, на первой неделе это было. И фотограф очень удивился: Таня, ты так похудела. Мне прям так приятно стало сразу. Но да, даже люди, которые уже фотографировали меня, уже, ну, как бы знают мою фигуру, да, заметны были изменения для них. Для меня, может быть, это как-то... Я всегда думаю, что я жирная. Ну, это у меня такой какой-то прикол свой есть. Но как бы люди, которые знают мою фигуру, да, они заметили очень сильные изменения. Так что вот такие мои результатики. Опять же, повторюсь, что результаты у вас могут быть совершенно другие. Так как вы следите за своим питанием, так как вы занимаетесь. Потому что если вы сидите дома и сидите на одном буче, там, не знаю, ногу на ногу закинув, ничего не делая, конечно, результаты будут намного-намного хуже и медленнее, и вы можете сидеть и не 3, не 10 недель, у вас не будут, например, таких результатов. Поэтому спорт в этой роли очень много ролей сыграл. Так что вот такие дела. Что еще хочу сказать? Все записывала на протяжении всех этих 3 недель, потому что не хотела ничего забыть, чтобы все вам рассказать. Так, хочу еще рассказать вам. Кстати, вот здесь сейчас мелькает фото, да, мои, какие были у меня результаты до буча и после буча. Кто следит за моими фотографиями ВКонтакте, наверное, видели эту фотографию, мою самую, наверное, любимую. Я буду долго не вспоминать. Во время пика буч, как я сфотографировалась в лесу с прессиком. Да, я, конечно, была очень рада таким результатам, особенно как я увидела свой пресс, какой он может быть. Так что меня это очень вдохновило, и я честно вам говорю, что я снимала абсолютно все, что я ем. Я ничего, опять же, за подушкой не прятала шоколадочку, ничего не жевала, показывала вам все так, как есть на самом деле. Так что это правда, честное слово. Так, теперь, что еще могу сказать вам? Давайте более детально разберем именно плюсы и минусы этой диеты. Потому что по протяжении всех 3 недель я находила какие-то минусы даже, может быть. Первый минус, я вам уже сказала, то, что у меня ушла грудь, и особенно девочкам хочу сказать, у кого и так проблемы, например, ну, я бы не сказала, что проблемы, ну, как бы у всех свое телосложение, и у кого-то, может быть, грудь вообще большой, и они не знают, что с ней сделать, там, закинуть куда-то ее или что. Да, бывают и такие проблемы. Бывают проблемы, что вообще нет груди, и как-то бедра большие, хочется худеть, а грудь еще меньше становится. Так что здесь будьте очень внимательны, очень, потому что уделяйте больше внимания именно растительным жирам. Опять, что я говорила вам, почему я ела, допустим, там какие-то у меня были, масло оливковое добавляла куда-то, там еще орешки ела. Почему-то все удивлялись, почему, Таня, у тебя много так жиров. Если бы их не было, у меня была бы кожа ужасная, волосы попадали, я не знаю, что бы было вообще с моей грудью и так далее. Так что уделяйте внимание растительным жирам тоже на всех этих 3 неделях буч. Так, потом еще хочу заметить то, что весь этот буч мы проводили летом. И это очень было печально, потому что как раз я попала на времена фруктов, и я не знаю, я ожидала просто углеводные дни, чтобы хоть как-то. У меня была целая корзинка фруктов, вы помните, да, стояла на кухне, и я не могла просто в белковый день хоть что-нибудь схватить. Это было ужасно. Я ждала эти каши, я ждала просто углеводные дни, честное слово, потому что я очень привыкла к кашам, и вот это белковые дни, да, это было тяжеловато насчет лета, да. Потом еще хочу сказать, что
больше 3 недель все-таки для меня было бы много, больше 3 недель. Поэтому очень следите за своим отражением, за своим самочувствием. Если вы чувствуете, что как бы все вас все устраивает по отражению в зеркале, то ну как бы все, прекращайте диету, выходите из нее правильно, об этом попозже, не забудьте досмотреть видео до конца. Так что тоже следите за длительностью диеты. Поэтому так, тоже. Ну, это как бы касается минусов, потому что если бы было дольше, то было бы хуже, мне кажется. Ну, для меня именно. Я не хотела бы больше худеть. Потом, еще один ну, как бы минус я бы не сказала, но те, кто, например, питается правильно, для них, может быть, это было бы немножечко накладно будь, потому что каждый день мы творог покупаем, каждый день мы покупаем там грудки какие-то, еще какие-то орехи, допустим. Ну, как бы, если вы, например, питаетесь неправильно, покупаете колбасы, майонез, вы особо не заметите разницу, там, это будет, в принципе, по деньгам то же самое может быть, потому что я не думаю, что колбаса стоит дешевле куриной грудки или чего-нибудь подобному. Поэтому... Да, я каждый день ходила в магазин, покупала этот творог, я его никогда столько не ела, мне он даже уже приелся, так что, да, для некоторых это может быть немножко затратно. Потом, еще очень многие девочки писали, что у них не хватает энергии, у них там давление поднимается и так далее в белковые дни, потому что не хватает углеводов, не хватает энергии и так далее. Здесь тоже будьте очень внимательны, это один из минусов, но на себе я этого не заметила, потому что даже в белковые дни вы тоже удивлялись: Таня, как это ты там огурец добавила куда-то. Углеводы можно немножечко для разнообразия добавить, потому что хоть какая-то энергия, но она нужна, тем более мы занимаемся спортом, я надеюсь. Так что возможно в белковые дни добавлять какие-то немножечко углеводы для разнообразия. За этим тоже очень следите, следите за количеством жиров, они тоже нужны, там буквально идет 30-40 грамм жиров в сутки, они должны быть. Но следите, чтобы это был не животный жир, а растительный, опять же, я повторяюсь. Так, по поводу минусов вроде бы все, и плюсы. Тоже плюсы я нашла для себя некоторые. Это самое главное, что диета работает. Работает, и она самая лучшая, я не побоюсь этого слова, в смысле того, что я не говорю, что вы сидите на диете, вы должны сидеть на этой диете. Я много раз говорила и в начале, что такое будь, и о нем, и плюсы, вот я вам рассказала. Выбирайте для себя, нужно вам это или нет. Но для меня эта диета сработала. Да, я увидела, что уходит жировая прослойка и остается мышечная масса, что является тоже огромным плюсом этой диеты. Потом, я заметила лично для себя, я все говорю лично для себя, что я заметила в своем организме, какие изменения. Я заметила, что я очень легкая стала какая-то, что ли, воздушная и так далее, что метаболизм мой улучшился и ускорился. Это я заметила на первой неделе, наверное, потому что раньше, я не говорю, что я ела палки колбасы, майонезом запивая это все. Нет, такого не было, конечно. Я сидела на правильном питании, но иногда я могла позволить себе какую-то печенюшку, я же не робот, так что, да, мороженце, все дела. Потому что если этого не делать, можно просто, не знаю, какой-то злой стервой стать, тогда, так далее. Так, еще один огромный плюс. Я это заметила тоже на первой неделе. Лучше намного стала моя кожа. Именно на лице у меня просто пропали вот эти мелкие гадские прыщики, которых я ужасно ненавидела их просто. Тоже такой момент, потому что как-то питание, что ли, наладилось именно по калориям, по микроэлементам, всяким витаминам, я стала получать больше. И как-то, что ли, пища стала полезнее, правильнее и так далее. Но вот именно это я заметила тоже по себе. Так, потом, еще один огромнейший плюс, если вы раньше не знали, что такое белки, углеводы, жиры, что такое калории, как это все правильно считать, то именно за эти 3 недели можно просто стать спецом в диетологии, потому что здесь очень можно хорошо научиться различать, в каких продуктах есть белки, что такое углеводы, где их искать, сколько в каком-то продукте чего содержится. Я вам всегда в описании оставляла там ссылочки на таблички. Если кто не знает, кстати, то есть такие таблицы.
где искать белки и так далее. Так что именно здесь очень можно хорошо научиться это все правильно считать и сколько нужно всего потреблять в сутки. Так что это тоже огромный плюс. Что еще? После этих 3 недель, допустим, очень легко перейти на правильное питание. Если вы, допустим, не питались правильно раньше, то очень легко перейти на правильное питание. Как-то будет даже легче. Если, допустим, вы, например, раньше ели опять же эту колбасу, булки и так далее, и резко стали на буч, то вам будет очень тяжело. Я не скрою, будет очень тяжело именно пересилить себя есть эту куриную грудку, которую вы раньше даже не покупали никогда. Этот творог каждый день есть, кто-то может даже не ест творог. Будет очень тяжело. Но если вы раньше питались правильно, будет довольно-таки легко, потому что просто вы немножечко поменяйте свой режим. Если мы раньше ели, например, углеводы утром, белки, потом белки вечером, то здесь мы просто как бы в один день белки, потом еще белки, потом углеводы. Кстати, по поводу этой системы. Давайте перейдем к вопросам вашим, да, потому что очень многие сразу же, первые, наверное, комментарии, когда я выложила свою первую неделю, пошли комментарии именно почему у меня такая схема белки, белки, углеводы, белки, белки, углеводы, смешанный день. Почему так? Во-первых, хочу сказать, что все говорили, что сначала должен быть белок, углеводы смешанные, потом опять белок, углеводы смешанные. Очень много таких схем тоже. Схемы могут быть разными, но сделала я себе именно такую, потому что я занимаюсь спортом. И моя цель была не похудеть, а именно увидеть свои мышцы, да, можно сказать так. Потому что я делала очень облегченный вариант, опять же, путь, потому что я добавляла огурчики какие-то, помидорки, там что-нибудь еще в белковые дни. Где-то я могла даже изюм съесть вечером с творогом. Я делала облегченный буч. Именно для тех, я старалась делать для тех, кто никогда не сидел даже на правильном питании, потому что я думаю, что таких даже больше моих подписчиков, именно кто вообще неправильно питается и просто именно старается попробовать и пересилить себя. Поэтому для таких людей это будет просто идеальный вариант. Еще один момент с жирами. Опять же, еще хочу повториться, что вот в орехах я добавляла жиры, да, мед я добавляла, сахар вообще не добавляла, чаи у меня были все без сахара. Насчет чая еще хочу сказать, что почти да, с каждым приемом пищи у меня был чай рядышком. Пить его нужно после того, как мы это все съедим. Допустим, съели, да, творог или что у нас там, пройдет минут 10-15, потом уже пьем чай. Запивать нельзя. И еще один вопросик от вас: сколько нужно белков и углеводов, как это все рассчитывать, сколько нужно калорий в сутки. В общем, насчет цифр, да, давайте разберемся. Белков. Если это белковый день, сколько нужно белков? 2-2,5 грамма белка на 1 килограмм вашего веса. Веса, который у вас уже есть. Не тот, который вы хотите, а уже у вас существует он при вас. Это все считаем, да, по табличкам содержания белков, это тоже есть такое дело. И в день в белковые вы должны съедать 1200 калорий в сутки. Насчет углеводных дней. Вы должны есть 3-4 грамма углевода, опять же, на 1 килограмм вашего существующего веса. И в этот углеводный день, когда я вам советую заниматься спортом, занимаемся мы 3 раза в неделю, 2 углеводных и 1 из них белковый какой-нибудь, мы в этот углеводный день съедаем 1500 калорий. Тоже это все рассчитывается очень просто, очень много сайтов рассчитывания калорийности, очень много таблиц. Я вам, если что, опять скину эти все ссылочки под видео. Все вы можете очень легко найти, спросить меня здесь, я вам постараюсь всем ответить и так далее. И жиров. На сутки вы должны есть 30 грамм жиров. Исключительно, конечно, старайтесь выбирать растительные жиры. Это орешки, это мед. И вот, в принципе, все ваши вопросики, которые я находила по ходу моего дневника, я разобрала. И теперь самый главный вопрос: как же правильно выйти с этой диеты, чтобы максимально сохранить свой результат. Вот сейчас уже прошла неделя после буч, и я сделала себе такое питание. И, в принципе,
я вам советую так же самое сделать, потому что мои параметры не изменились вообще. Вот эти вот, что я вам сказала, параметры, когда я измеряла себя после 3 недель, они не изменились. Итак, что я вам советую? Неделю после буча мы питаемся как смешанные дни. Да, после, когда у нас был углеводный день, потом смешанный, посмотрите по меню, да, у нас идет смешанный день. Там у нас идет половина белков, половина углеводов. Белки, конечно, идут у нас на вечер, углеводы до 6 вечера. И так мы питаемся неделю, чтобы немножечко, да, нормализовать свой обмен веществ и нормализовать свое питание, в принципе. Потом мы плавно переходим на правильное питание. Что такое правильное питание, я вам подробно немножечко позже расскажу, но вкратце могу сказать, что самое главное правило правильного питания: едим чаще, едим маленькими порциями, углеводы и белки у нас опять же до 6 и белки после 6. В принципе, это то же самое, как смешанный день. Но если, допустим, вот эти смешанные дни, неделя, да, мы пока еще не позволяем себе сахар, сладкое и так далее, да, пожалуйста, не накидывайтесь на сладкое. Я понимаю, что очень много сладкоежек и так далее, но потерпите вот эту недельку смешанных дней. Потом, когда мы перейдем на правильное питание, вы можете немножечко добавить себе сладкого, но до 12 дня. Я вас очень прошу именно сдерживаться, потому что именно вот эту вот недельку смешанных дней меня уже с вами не будет. Я вам не буду показывать, что и как я ем. Но я вас очень прошу именно сдержаться, потому что вот эта неделя смешанных дней очень большой риск опять набрать эти все килограммы, все сантиметры, которые вы убрали и скинули. Очень большой риск есть их опять набрать, потому что это диета. И самая главная особенность диет — это то, что после ее окончания очень велик вариант набрать эти все лишние килограммчики. Поэтому я очень прошу вас здесь за собой следить просто и старайтесь всех своих родных уговорить на то, чтобы они вам помогали в этом. Потому что вон Дима, я показывала, мне помогал, ел то же самое, что я готовлю. И он, конечно, молодец, я его попросила, чтобы он мне действительно морально помогал. Потому что когда ты сидишь, жуешь творог, а кто-то рядом ест торт, это как-то не очень весело становится и печально. Хочется бросить все на свете и побежать то же самое есть. И даже вот у родителей, когда была, это просто, я не знаю, это было что-то ужасное, если честно, но я сдержалась. Ради вас это все прошла. Я не скажу, что было очень тяжело, но я скажу, что было очень полезно для своего кругозора, в принципе, для своего организма, узнать, что это такое. И даже вот если вы закончите все эти 3 недели, кто уже закончил, поздравляю вас, я уверена, что вам будет очень легко теперь перейти на правильное питание, если вы сделаете этот правильный выход с этой диеты. Поэтому, пожалуйста, тоже напишите свои впечатления о этой диете, какие у вас, в принципе, замеры вы делали, что у вас получилось с этого всего. Я очень надеюсь, что вы следовали моим советам, потому что именно то, что я делала, например, да, у меня были результаты, но это у меня, да. Я очень надеюсь, опять же, что у вас получились не менее лучшие результатики. Насчет килограмм, опять же, я говорю, я не взвешиваюсь никогда, и даже после 3 недель мне было неинтересно. Вот, у меня тут стоит зеркало огромное, я смотрю на него, и то, что я видела, мне нравилось. Ну вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать о буче. Я надеюсь, это было супер наглядно, супер полезно для вас, и вы что-то для себя взяли. Кстати, забыла, еще один огромный плюс этой диеты в том, что я столько рецептов узнала. Я никогда столько не готовила, каждый день для себя что-то готовить, именно для себя отдельно, я не знаю, я всегда как наготовлю себе, Диме, что-то там, салатик, пюрешечка и так далее. А тут я отдельно что-то для себя готовлю, и каждый раз смотрю что-то в интернете новенькое, интересненькое, хочется как-то разнообразить свое питание, да еще и вам показать, чтобы это было красиво на тарелочке. В общем, старайтесь как-то сделать для себя это праздником, потому что диета не должна быть какой-то угрюмой вещью, угрюмые дни, да, когда вы сидите, не можете позволить себе печеньку.
Постарайтесь себя радовать какими-то новыми рецептами. Я думаю, что и вы нашли какие-то для себя новые рецепты из моих 3 недель. Так что еще один вариант такой, чтобы вы сами начинали записывать видео со своим дневником питания, я не знаю, записывать это все на тетрадочку, что вы едите, потому что это очень мотивирует. Вот честно, я каждый раз снимала, что я ем, и мне действительно это было интересно, чтобы показать вам, и чтобы, не дай бог, что-то лишнего не съесть. Это действительно очень мотивировало меня. Так что да, теперь вот это все, что я вам хотела сказать. И теперь жду ваших результатов в комментариях. Опять же, ставьте лайк, если вам понравилась вся эта диета, все о ней, в принципе, да. Надеюсь, что вы последуете моим советам и не будете нажираться после окончания буч. Следите, пожалуйста, за собой, занимайтесь спортом. Скоро увидимся. Пока!